Буду сегодня говорить об изнасилованных женщинах и украинской земле. Всем ахо, мой дух приветствует ваш дух. Сегодня началась весенняя Наваратри. Это 9 священных ночей Матери мира. Как у Бога есть свое Тримурти, точно так же и у богини жизни, у Матери, есть свое Тримурти. В Ведах это Кали, Лакшми и Сарасвати. Во многих других традициях, так или иначе, эти все ипостаси повторяются. И Кали, или Парвати, как ее еще называют, мать физического мира. Она мать физики, материи, она первоначало, потому что все берет свое начало из некой материи, поэтому она та черная ночь, из которой рождается свет жизни. Она символизирует собой всю структуру, все формы всех миров, которые имеют хоть какую-то основу, и она же собой символизирует Тартар, черную черноту. Лакшми 3 дня следующих будет это энергия, это красота, это краски, это о ней мы поговорим позже. И, наконец, Сарасвати — это в чистом виде свет, информация, кода, звуки в чистом виде знания. Так вот, совпало таким образом, что и Великий пост, и Великий Рамадан, и многие древние славянские праздники сегодня сошлись. И как появлялись на нашей планете праздники, да, памятования? Это когда боги что-то делали, сверхкода, сверхпрограммы, да, условно, что-то прописывали в этой вселенной, или тем более на нашей Земле. И дальше, вот как мы следуем по родовым программам наших предков, точно так же человечество следует по определенным программам, которые прописали нам существа более высокого порядка. Так вот, чем примечательна Наваратри? Мать мира во всех своих ипостасях, во всех своих формах, 9 ночей боролась с различными демонами, пока окончательно их не победила. Теперь возвращаюсь к теме, которую я заявила: изнасилованная и украинская земля. На протяжении 5000 лет женское начало было стерто со всех, буквально со всех духовных течений. Женский аспект божественный был забыт, и женское начало было подвергнуто жестокому обращению, отсутствию ценности, понимания вообще всего-всего, что оно несет. И украинская земля, а вернее ее чернозем, значение, о истинном значении которых, как и нашу историю всю переписали и скрыли, это было выгодно определенным инстанциям, точно так же от нас скрыли понимание, что такое чернозем. Мы на чернозем просто смотрим как земля, плодородная земля, которая принимает абсолютно любое семя, которая имеет жирную основу, которую, кстати, Гитлер вывозил эшелонами, потому что Гитлер хорошо знал, что кроме своих физических качеств эта святая земля обладает совсем другими качествами. Выход там, где вход. Все вышло из черной черноты, сам свет жизни прошел все аспекты, и все в него войдет. И то, что можно было на протяжении последних 5000 лет, а что мы делали с нашей планетой, что мы делали с женским, что мы делали с физическим, что мы делали с всем, что считается материальным, все, что является материя, это и есть слово мать и я, да, форма, сама жизнь, сама природа. И все это нас привело к тому опыту, который мы получили, который мы сегодня называем проживание жизни, когда жизнь для нас это некие челюсти, в полном смысле слова, которые прожевывают нас, то сегодня мы с вами переходим, на мой взгляд, мы уже перешли, скорее мы сегодня видим голографические шлейфы пыли матрицы старой реальности,
Сегодня мы в таком межмирье, мы переходим в жизнь дышащую, в жизнь живую, в жизнь и в эпоху, в эры Великой Матери, о которой писали Рерихи, благодаря которой вообще все теософские знания, понимания появились. И была такая большая подготовка, была большая такая период предтечи, воскрешения женского, воскрешения материального. И начало этого золотого века, как писали все древние писания, будет священная война на Святой Земле, коей является Украина. И сегодня мы с разных сторон слышим о все большем и большем количестве изнасилованных женщин, о все большем и большем количестве разрушенных домов, о все большем и большем количестве убитых, раненых детей. То, что было позволительно 5000 лет назад, не позволительно сегодня. И я видела, как каждая нога врага, которая ступила на священную землю Украины, будет лишена чести деторождать и продолжать свой род. Каждый разрушенный дом. Сегодня срабатывает закон око за око. Вот только когда это священная земля, то 1 равен к 1000, если не к 10 тысячам. Поэтому каждый разрушенный дом – это перекрытие финансовых потоков, материального благосостояния и здоровья как такового. Если сейчас у нас параллельно, мы прям видим с вами эти две реальности, идет посевная, бросаются семена надежды, что мы сможем свои урожаи собрать. И с другой стороны, наш враг минирует нашу землю, наш враг стирает с лица земли нашу природу, наш враг насилует наших женщин, убивает наших детей, мародерствует, разрушает наши дома. Россия будет разрушена. Я увидела сегодня на Атмасатсанге, я свидетельствовала буквально подпись Матери Мира, где отдаются исконные земли, которые были у других народов изъяты в их владение. Выход там, где вход. Московия вернется в свое болото и в полное тотальное разрушение. Прикосновение к женской плоти было непозволительно. Дорогие мои сестрички, если здесь среди вас есть те, у кого этот опыт есть, или у кого есть подруги, родственники, и я обращаюсь сегодня ко всем нашим атмалийским сестрам. У нас есть женский круг силы и поддержки. Берем в этот круг этих сестер, которые сейчас чувствуют себя униженными, растоптанными, обесчещенными, возможно. Это все неправда. Плоть, тело священны. Его может унизить только душонка, которая там живет. Унижена сейчас не украинская, не женская, и тем более не плоть той, которая должна разжить жизни. Сегодня это монитор всего того ужасного, чего мы с вами как люди прошли за последних 5000 лет. Сегодня век возрождения женщины. Я приглашаю в наш круг силы света и поддержки всех фантомов и двойников, всех женщин, которые сегодня ощущают необходимость этой поддержки. Этот круг работает уже много лет, и сегодня он буквально светится. Такое впечатление, что вот чем больше наносится вреда женскому, а еще раз повторюсь, это материя, это земля, тем больше света в кругу нашей силы. Я видела, как тот, кто может помочь женщине сейчас, в эти времена, я видела солдат, которые вытягивают котенка, ребенка где-то из-под завалов, которые помогают старому человеку, больному, немощному. Сегодня все эти жесты срабатывают как, знаете, как система нивелирования даже если всего кармического опыта, всего конденсированного вот этого, чего мы с вами накопили, равно как и наоборот. Разруха, изнасилование, убийство – это не карма, которая догонит в следующем году, она будет приведена в действие уже в этом году, и мы будем свидетелями этого. Сегодня, что выдохнул, то и вдохнул моментально. Все, что украдено из наших домов, все, что уничтожено, все, что разрушено,
будет сполна на весах компенсировано. Сегодня началась ночь Наваратри. Это кали физического тела, плоти. Завтра будет души, потом будет духа, сознания. Идут вихри инверсионные по очищению, по перестройке матричной структуры. Этих 9 ночей Мать міра билась з демонами, і вона їх победила. Тому наша перемога буде дуже-дуже близько. Світ, білий світ, справжній світ, не за горами. Ми вже в ньому. Те, що ми бачимо, це голограми, пил з минулої матриці. Тому жіноче сьогодні воскрешає. Жіноче сьогодні в його достойності, в його святості розкриває свої плечі. Навіть якщо її тіло оголене, навіть якщо воно травмоване, воно священне. Українська земля священна. Враг буде знищений. І він це робить сам своїми руками, навіть не ми. Ми бажаємо лише миру, світу, нового світу, в якому жіноче і чоловіче береться ось так за руки і творить нову реальність. Тримаємо один стрій, перемога буде за нами. Обіймаю всім серцем Еви.